Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это новый выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Я знаю, вы заждались, поэтому перейдем сразу к делу. В начале недели страйкбольное сообщество активно обсуждало действия некого Дмитрия из Екатеринбурга, который занимался розыгрышами с задержанием. То есть они переодевались якобы в спецназ и разыгрывали людей. Надо сказать, страйкболисты отнеслись резко негативно к такой деятельности. Оно и понятно, такие действия подставляют и дискредитируют участников сообщества в глазах общественности. И не дай бог, если бы кто-то из жертв розыгрыша оказался вооружен и воспринял все происходящее всерьез. Во-вторых, народ активно мусолил тему отмены первообладания в СК Москвы. Народ, вы серьезно? 2018 год, и у вас только сейчас отменили первообладание? Для тех, кто не в курсе, первообладание — это когда новые игроки не могут носить определенный камуфляж без согласования с командой, которая первая начала его носить. Как-то так. Компания Cybergun, владеющая лицензиями Glock на территории Франции, выиграла суд у компаний BO Manufacture и Newell Europe Arms за распространение нелицензионной продукции. Согласно решению суда, эти компании должны будут выплатить по 50 тысяч евро за нарушение лицензий, по 10 тысяч евро за недобросовестную конкуренцию, а также уничтожить все запасы контрафактной продукции. На фоне этого история с концерном Калашников и письмами в страйкбольные магазины кажется детским лепетом. Пожалуй, самые горячие новости этой недели были от российского производителя страйкбольной пиротехники TAG Innovation. Tagin полностью переработали и расширили линейку пусковых гильз и обновили заправочное устройство. Подробное 6-минутное видео с описанием всех изменений можно посмотреть по ссылке в описании. Я лишь назову основные моменты, иначе тайминга выпуска новостей просто не хватит. Самое главное, по заверению производителя, новые гильзы больше практически не нуждаются в обслуживании и не будут травить. Была переработана вся система уплотнителей. Новая линейка состоит из гильзы, заправляемой грингазом, СО2 гильзы, ВВД гильзы и СО2 ВВД гильзы с регулируемой дальностью полета выстрела. Интересным моментом является то, что ВВД гильза способна закидывать таги на ту же дистанцию, что и ВВД версия ML36 от Tagin, то есть на 150-170 метров. И более того, баллистика настолько похожа, что эти гильзы можно использовать в сочетании с прицельными приспособлениями от ML36. Проще говоря, дальность и точность, которая была доступна раньше только владельцам ML36, теперь доступна в более бюджетном сегменте. И новое заправочное устройство стало более надежным и более универсальным. С его помощью теперь можно заправлять как СО2, так и ВВД гильзы, накрутив колпачок от станции на ВВД баллон. Компания Tipman Tactical заключила партнерство с King Arms и стала эксклюзивным дистрибьютором АЕК-версии ПДВ 9 мм на американском и европейском рынке. Кто привезет этот новый пистолет-пулемет в Россию, пока непонятно. По мне, так новый ПП выглядит очень привлекательно, и многие игроки из России не отказались бы приобрести такой для игры в CQB. LCT поделились подробностями про свою новую тонкую рукоятку для АК-серии. Интересной деталью является то, что в отличие от версий ASR и Ares, рукоятка к мотору крепится на одном винте, как это сделано на АЕК-версиях и огнестрельных оригиналах АК. Таким образом, рукоятку уже можно считать более реалистичной, чем версия от ASR. Еще на этой неделе LCT показали новый приклад с говорящим названием LCK-12 Stock. Название, крышка ствольной коробки и тот факт, что недавно LCT показывали рукоятку для АК-12, говорит о том, что АК-12 от LCT не за горами. Единственное, остается вопрос, какую все-таки версию они собираются производить. Пока складывается ощущение, что это будет какой-то жуткий Франкенштейн из решений 2014 и 2016 года с элементами фантазии. Компания Sector Airsoft анонсировала выпуск собственной ДМР, то есть винтовки Марксмана. Анонс состоял из одной картинки с фото магазина и небольшого описания. Из всего этого понятно, что это будет некая АЕК ДМР с магазинами 7,62 на 51 мм. Обещает блок электронного управления с возможностью настройки режимов огня и, скорее всего, будет электронный спуск. Описание внутрянки намекает на то, что это будет какая-то вариация R с гирбоксом второй версии.
Ваши предположения, что же это все-таки может быть, оставляйте в комментариях. Российская мастерская «Шталь Airsoft» работает над страйкбольной версией пистолета-пулемета ПП-2000 «Тактика». Планируется две версии – ВВД и АЕК, причем по комментарию производителя внутрянка будет своя, а не на базе готовых АЕК или АЕП решений. Проект в стадии разработки, так что о датах выпуска и ценах пока говорить рано. Уже традиционная рубрика с находками на AliExpress. В этот раз все без исключения находки были найдены вами, то есть нашими зрителями и подписчиками нашей группы ВКонтакте. Начнем с очень полезной штуки для пользователей гранатометов от Tagin. Как вы знаете, на гранатометах от Tagin работают прицельные приспособления, и они согласованы с баллистикой полета выстрела. То есть, если вы точно знаете расстояние до цели, вы просто совмещаете цель, мушку и соответствующую цифру на прицельной планке, и практически гарантированно без пристрелки попадаете. Причем даже на крайних дистанциях разброс относительно небольшой. Исходя из этого факта, вот такой компактный лазерный дальномер сделает из вашего гранатомета просто убер-оружие. Его можно поставить на респланку гранатомета, в случае необходимости быстро замерить расстояние, прицелиться и практически гарантированно попасть. Далее пользователи нашли реплику белорусского коллиматорного прицела ПКА. Все, кто хотел суровый коллиматор для своего сурового АК, держите. Найдена китайская реплика платформы на шлем от Agilite Gear. Конструкция, конечно, попроще, но и стоит дешевле. Также была найдена тактическая рукоятка со встроенным лазерным целеуказателем. Как пишут сами пользователи нашей группы ВКонтакте, как тебе такое, Крис Коста? Блиц новостей. На сайте Snipers Airsoft был замечен комплект тюнинга от Airsoft Pro для RS Amoeba Striker. Rotec и Свобода работают над карабином в так называемом обвесе SubMod Block 3. ГББ или АЕК пока не уточняется. SRC показали новинки, которые они планируют показать на выставке МОА на Тайване. Это новые привода MP5 серии и M серии. Московская мастерская M-Customs вовсю продает сменную иглу для регуляторов Redline SFR. Если кратко, то новая игла помогает решить проблемы с натеканием в этих регуляторах. Других новостей у меня пока для вас больше нет. Как всегда, предлагаю обсудить новости в комментариях и оценить нашу работу либо лайком, ну или дизлайком. Ну и, конечно, я буду благодарен, если вы нас поддержите в международном голосовании Airsoft Player Choice Awards, которое уже как неделю вовсю идет. Как я уже говорил, конкуренция очень серьезная, голосует весь мир, и любая ваша поддержка будет точно не лишней. Тем более это займет всего 5 минут. А у меня пока все, с вами был Евгеньевич, увидимся через неделю.